Люди загорают, купаются, красные зонтики, все как многие любили до ковида. Колан, наверное, даже может немного отдохнуть, насколько много людей на Патонге. Буквально вчера еще люди заезжали по штампу на 45 дней. С сегодняшнего дня уже получают 30 дней. В Таиланде в конце марта выпал снег. Точнее, даже не снег, а град с штормовым ветром. Ну что, мы наконец-таки приехали на Патонг. На самом деле мы вот живем на севере Пхукета. У нас вообще нет ощущения, что мы находимся в Пхукете. Такое ощущение, мы где-то на непонятном острове или где-то в середине Таиланда. Туристов практически нет, ходят местные тайцы, только с нами говорят на тайском языке даже продавцы. Но на подъезде сюда я вот ощущал уже тот настоящий Пхукет, который, в принципе, нам с Машей нравится. На прошлой зимовке мы 2 раза останавливались на Пхукете, именно на Патонге. Ощущение от Пхукета — это все-таки именно Патонг, это неотъемлемая часть. По крайней мере, нам никуда от этого не деться. Мы сюда приехали, мы чувствуем, что мы находимся именно на Пхукете. И именно эта улица, и именно вот пляж, и то, что 2-я, 3-я улица, уже мы там изучили все вдоль и поперек. И когда находишься тут, ходишь, гуляешь, ощущаешь вот прям, не знаю, такую цивилизацию, Пхукет, все, что с этим связано. Да, вода, конечно, на Патонге не самая, наверное, чистая. Сейчас, конечно, многие с нами поспорят в комментариях. Пойдемте посмотрим, чем сейчас живет Пхукет, чем сейчас живет Патонг. Видите, я даже говорил. Поехали. Смотрите, друзья, тут наконец-таки образовалась пробка, и можно уже говорить о том, что Патонг вернулся к доковидному состоянию, когда тут все кипит, все кишит людьми. Это то, чем я как раз-таки его запомнила в самый первый свой раз. Вот те самые буквы Патонг-Бич, обновленная вот эта вот набережная, которая вся в краске. Ну и, конечно же, пляж Патонг. Тут, конечно, аншлаг. То, что мы видели там в октябре 2021 года, там в феврале 2022 года, да, когда, можно было пробежаться, буквально там, не знаю, несколько человек только на пляже увидеть. Сейчас, конечно, границы открыты, абсолютно нет никаких ограничений, поэтому людей, прям, видите, не пройти. На каждый квадратный метр кто-то, да, лежит. Ну да, конечно, Сурин и Бангтау могут позавидовать количеством людей. Ну и сразу же видно, да, летают на парашютах, катаются на джет-скай и многое другое. Ну и сейчас немного пройдемся вдоль набережной Патонга, 1-я линия. Как будто бы вот вы идете так одним кадром, сюда попали. Мы потом еще пройдемся поближе к воде, конечно же, покажем воду. Различные тайские блюда и не очень. Напитки, кокос, барбекю, сиафуд. И, конечно же, шейки. Ух ты, ничего себе, по 80 бат. Hello. Да, о ценах, которые мы видели в Паттайе, можно, конечно, только мечтать, да? Но кто-то вот сабай, кто-то спит. Цены, которые мы видели там в Паттайе, показывали, что 25 бат, да, стоил шейк. Тут, конечно, можно только мечтать. Тут цены совершенно другие. Людей, как видите, стало просто еще больше, чем в прошлом году. Уже все возвращается на круги своя, и Патонг уже превращается в то шумное место, каким он был раньше. Ну вот это действительно именно тот Патонг, который мы видели изначально с Машей, когда тут сюда приехали в 2017 году. Смотрите, не один парашютист, даже 2 парашютиста. Людей в воде просто вот нереальное количество. Мы обычно с Машей любили отдыхать по правую сторону, там купаться и загорать, а справа уже людей, да, побольше. Сегодня мы купаться не будем. Кто за нами давно следит, именно тут, вот именно в этом месте, меня укусила медуза в прошлом году, поэтому я зарекся тут купаться. Но мы вам, конечно же, покажем сейчас воду. Хотя вот по правую сторону, видите, красные флаги, но тем не менее там люди купаются. А по левую желтые. И самая любимая рубрика «Медуза патруль». Ответственный за нее это Маша. Ну что, смотрим, какая здесь водичка. Сразу же видно, она просто прозрачнейшая. На самом деле для Патонга это редко. Сейчас с вами пойдем чуть-чуть подальше и посмотрим. Единственный минус, что здесь можно пройти там метров 50-100. Вон, как видите, идет мужчина, и там будет по пояс примерно. Ну, смотрите, вода чистейшая. Вроде бы медуз нет. Вот, но в целом вода идеальная. И смотрите, тут даже рыбка видна. Вон она. Не знаю, видно, не видно было на камере. Тут даже рыбки прям плавают. Это очень здорово, несмотря на то, что такое огромное количество людей здесь. Ну и сейчас мы немного пройдемся по пляжу Патонг. Конечно же,
буквально чуть-чуть, абсолютно весь пляж мы не будем проходить, потому что мы это делали на видео уже, наверное, раза 3 за все время нашего YouTube-канала. Но мы просто сейчас покажем динамику. Вы можете посмотреть у нас на канале, что было в октябре 2021 года. Можете посмотреть, что было там в первой половине 2022 и вот то, что в первой половине 2023 года. Насколько меняется картинка, и это, конечно же, здорово. Туристы возвращаются, все возвращается на круги своя. Здорово, конечно же, для туристов, но именно для природы, для пляжа, наверное, не совсем здорово. Хотя Маша говорит, там даже рыбки были видны, да? Это удивительно. Для меня Патонг всегда был такой, что-то среднее между Джамтьеном и Калимом. Да, это рядом с Патонгом, наш любимый с Машей пляж. В кавычках. Мы делали его обзор в самом начале. Ну, вот, собственно говоря, что мы можем увидеть. 80% шезлонгов заняты, да? Люди также сидят еще и в тенечке там вот в кустах. Ну и, конечно же, купаются тоже огромное количество. И обратите внимание, именно на Патонге вот парашютист летит не один, а практически на плечах у него висит, как обезьян, катается. Да, он это делает без страховки, то есть как там все это происходит, иногда просто смотришь и не понимаешь, как люди вообще на это решаются. Причем я видел много видео, когда человека не очень хорошо крепили, и он падал там с высоты 100 метров. Люди загорают, купаются, красные зонтики, все как многие любили до ковида. Мы с вами вот так пройдем практически одним кадром, чтобы как будто бы вы вот приехали и идете тут. Ощущение, конечно, как будто попал в 2018-2017 год, вот как будто бы еще ничего не случилось, никакого ковида, ничего не было. Тайцы, которые предлагают Jet Sky, различные активности, банан, парашют и так далее. Все здесь можно заказать. How much парашют? Прайс, yeah. В зависимости от того, на какую дальность вы хотите. 3 километра 2500, 2 километра 2 и 1 километр 1500. И вот Jet Sky. Yeah. Ну вот ценники на Jet Sky. Кто любитель, обратите внимание. Окей, thank you very much. Maybe come back. Ну что, прямо сейчас будет посадка парашютиста. Мы сможем увидеть это. Надеемся на то, что все будет благополучно. Кстати, обратил внимание, что вот именно на Сурине парашютист садится прям в воду, а на Патонге парашютист садится на песок. Но это происходит вот таким вот образом. Ну, кстати, довольно-таки лайтово. То есть человек сам практически ногами не тормозил, все за него делал таец. Когда я прыгал с парашютом, конечно, я чуть по-другому приземлился. Но у меня был, и другой парашют. Ну и да ладно, грустным не будем. Можно обратить внимание, там вот целыми такими компаниями собираются. Что-то выпивают, отдыхают, купаются. То есть тут прям жизнь кипит полным ходом. Ну вот что еще надо для того, чтобы сюда приехать? Туристу, который вот любил прежний Пхукет, наверное, уже, и ничего, да? Вот все открыто, все, что хочешь. Единственный минус, конечно, что отелей и кондоминиумов сейчас не так много из-за большого наплыва туристов. Да, практически все разобрали, и цены, конечно, повысились, наверное, в 3-4 раза по сравнению с прошлым годом, когда мы с Машей просто выбирали, смотрели там из 10-20 вариантов и думали, ну вот тут как-то бассейн не на крыше, да, фитнес-клуб тут такой, возьмем такой или такой. Там выбирали из 20 вариантов, хороших вариантов, которые стоили там примерно по, на наши 20-30 тысяч рублей. Сейчас за 20-30 тысяч рублей практически ничего не найти, это будет просто что-то без слез не взглянуть. Поэтому, конечно, в этом есть и свой минус. Ну и видно, да, что очень много людей, кто без шезлонгов просто пришел, лег на полотенце, немного позагорать.
Но людей, которые отдыхают на шезлонгах, конечно же, в разы больше. Но это прям такая целая работа. Приходишь с утра, да, занимаешь шезлонг, и потом целый день тут загораешь, купаешься. Мы с Машей не можем вот прям таким образом отдыхать. Мы приезжаем буквально на час, что-то сняли, чуть-чуть покупались, переоделись, побежали. Мы дошли где-то до середины Патонга, и тут, обратите внимание, вот сколько людей. То есть заходишь в таком шахматном порядке, нужно идти, чтобы всех обходить. Пляж довольно чистый, ну, конечно же, его убирают, да, тут бутылок, банок, ничего нету. Если чуть дальше пройти, он вообще практически белый. В этом плане, конечно, не придраться. В середине пляжа уже так, контингент более молодых людей и, конечно же, индусы. Там, где молодые люди, там обязательно будут и индусы. Да, но тут, конечно, Колан, наверное, даже может немного отдохнуть, насколько много людей на Патонге даже. Если честно, немного удивлен, потому что я думал, будет меньше людей в воде. Патонг не считается идеальный пляж самой идеальной водой. Я думал, в основном там все рассредотачиваются по другим пляжам. Но Патонг чем привлекает, это, конечно же, в большей степени инфраструктуры. Тут и Бангла-Роуд, и различные рыночки есть, Биг Си, Макро. Очень удобно в этом плане. И даже вот мы, когда тут жили, всегда это было максимально удобно. Сейчас вот мы живем подальше от Патонга и испытываем, конечно, много трудностей. Нам, чтобы доехать до Макро, это, наверное, минут 20. Чтобы доехать до Биг Си, это вообще надо доехать там минут 30. Ну и всякие другие рыночки, кафешки нужно, конечно же, пройти. Патонг, райончик, я считаю, что самый удобный в плане вот размещения. Тут есть абсолютно все. Именно поэтому большинство людей выбирают именно Патонг. Мы бы, честно говоря, тоже выбрали, но просто-напросто не было доступного жилья. Абсолютно. Мы смотрели там за месяц, за 2 недели. Были студии без кухни или какие-то гостиничные номера. Если на долгосрок, это не очень удобно. Вон уже виднеется здание Патонг Тауэр. Ну вот я дошел до той части, где совсем скоро начинается Бангла-Роуд. Такая, можно сказать, самая активная. Тут уже очень много французов, алжирцев, индусов. Ну и, конечно же, наши соотечественники тоже тут присутствуют. Людей реально много. Ну вот мы были на многих пляжах за это время, на Пхукете, но такое количество людей, наверное, нигде не видели. Но все-таки это Патонг, поэтому он всегда на первом месте. Даже если захочешь шезлонг выбрать, не факт, что найдешь. Если ты пришел не утром, а днем. Ну, еще раз покажу красоту Патонга со всех сторон. Нам повезло, мы вот до туч все наснимали. Сейчас такой отлив достаточно приличный. Ну вот мы дошли уже до той части, где начинается Бангла-Роуд. По вечерам тут, конечно, зумба, вечеринки, люди танцуют. Ну и вот обстановка рядом с Бангла-Роуд. Посмотрите, какие уже пробки. Уже тут проблематично пройти. Но мы все-таки быстренько пробежимся, чтобы посмотреть, какие есть изменения. Сейчас будет обзор в дневное время. В дневное время самое интересное, что многие бары и заведения тоже функционируют. В самом начале можно увидеть несколько баров с каннабисом. В Таиланде это все легализовано, поэтому любители могут возрадоваться этому. Различные бары, кафешки, это тоже все открыто. Сейчас дневное время, поэтому тут ездит транспорт. Буквально через где-то час-полтора начнут уже прикрывать потихоньку. Сейчас все открыто. Ну, вечером, когда мы тут ходили, тут, конечно, было столпотворение, очень много людей в клубах, много наших соотечественников. Ровно год назад, когда мы тут вам показывали только-только открытие Бангла-Роуд, именно в вечернее время вот было примерно вот такое количество людей. А сейчас даже днем, смотрите, бары работают, люди там сидят, очень много посетителей.
Вот можно увидеть барчики. Это одно из ответвлений Bangla Road. Я, если честно признаться, не очень большой знаток Bangla Road. Что буду видеть, то и буду говорить. Вот тоже по ту сторону все функционирует. Антураж Bangla Road, самой злачной улицы Пхукета, конечно, чувствуется даже днем. Можно также увидеть, что многие приходят семьями просто посмотреть, потому что это очень такое знаковое, популярное место. И сюда не прийти, это все равно, что не побывать на Пхукете. Поэтому только по этой причине мы и решили сегодня сюда зайти и отчитаться. Все-таки не побывал на Bangla Road, считай, не был на Пхукете, и тем более на Патонге. Смотрите, по вечерам даже работают вот такие вот коктейльчики с каннабисом, стоят всего 79 бат. Довольно недорого. Но больше всего пользуются популярностью не вот такие вот всякие места, где продаются коктейльчики, а, конечно же, 7-Eleven. У нас, когда шел стрим, Маша хотела попить воду, и тут было две очереди, они выходили даже на улицу, было просто невозможно туда зайти. Понятно, почему это было так. Вот легендарный клуб Tiger Night Club. Даже днем люди сидят. В октябре 2021 года он был закрыт, а сейчас вовсю работает. Ну и обратите внимание, слева тоже уже можно зайти, посидеть, пообщаться с тайками. Но на Bangla Road есть не только злачные заведения, можно, видите, сумку купить, часы и все остальное. Очень популярны тук-туки. Вот именно на Патонге тук-туки очень популярны. Можно вот так вот сесть, послушать музыку. Все, мы выходим с Bangla Road. Сейчас чуть-чуть совсем пройдемся по второй линии. Она мне очень нравится. Тут много всяких массажных салонов, всяких кафешек, барчиков. Стоимость еды в них довольно низкая. Если вы захотите где-то тут на второй линии припарковаться, у вас это, конечно, не получится. Вам скажут, что это нельзя делать. Мы тут много раз пытались. Парковаться нужно, вот проехав на ту улицу. Ну и парковка стоит, не помню, там 20 бат вроде бы. Все зависит от длительности. Ну и вот начинаются барчики, в которых можно и нужно посидеть. Особенно нам полюбившееся это заведение PS ресторан. Честно говоря, он чуть-чуть испортился. Во-первых, цены стали в 1,5-2 раза больше. А во-вторых, сама по себе еда стала намного хуже. А вот еще один ресторанчик, где мы любили иногда обедать. Там довольно вкусно и цены очень даже... Тут есть такой небольшой рыночек, куда можно зайти, когда идет дождь. Ну или просто, когда осталось 2-3 дня до отъезда на вашу родину, что-нибудь себе тут приобрести. Как видите, тут все бренды. Ну и цена, соответственно, будет не такая, как за оригинал, намного меньше. Но качество очень даже неплохое. Можно заметить места, которые еще не восстановились после ковида. Такое тоже имеет место быть. Но вот идем по второй линии и хотел еще показать такое для нас с Машей знаковое место. В самом начале октября 2021 года, когда вот только-только открыли границы, мы поселились вот именно в этом отеле на 17 этаже. Изначально у нас блог начался с 2019 года, но мы снимали очень редко и просмотров было достаточно мало. Но именно с 2021 года, с октября именно с этого отеля у нас началось активное такое ведение YouTube-блога, и с тех пор вот мы без остановки все это делаем, поэтому для нас такое знаковое место. Конечно же, на каждом углу различные кафешки, где можно купить морепродукты и не только. Огромнейшее количество байков, вы только посмотрите, это просто невероятно. Даже вот в начале прошлого года, когда мы думали, ну все, уже все открыто, тут стояло, наверное, 2 байка от силы. Кокосовое мороженое стоит всего 40 бат. Вот так вот оно выглядеть будет. Пхукет не перестает строиться, тут активно идут какие-то строительства, какой-то, возможно, отель строится или еще что-то. Конечно, когда сюда попадаешь после Хочанга, после Хуахина, где особо активности никаких нету и достаточно такая размеренная жизнь, а то, когда попадаешь на Пхукет, особенно вот на Патонг, то это всегда такое движение, суета полным ходом. Этого очень не хватает также в нашем месте, где мы живем. Сейчас, можно сказать, на севере острова. Когда чуть соскучился по движению, по какой-то активности, всегда приезжаешь на Патонг и чувствуешь настоящий Пхукет, настоящее движение.
Ну вот мы доходим до перекрестка, где начинается там такая, можно сказать, улица, где на каждом шагу массаж и довольно бюджетные кафешки. Это именно там. Но мы пойдем уже ближе к нашему байку, ближе к пляжу. Вон то самое кафе грузинской кухни. Давайте пойдем посмотрим, работает или нет. Да, вовсю работает. Я уже заходить не стал, но я удивился, что тут можно также поесть и пад-тай. Помимо традиционных грузинских блюд, которые, конечно же, тут есть. Хачапури с сыром, суп харчо и все остальное. Иду по улице, которая полностью была вымершей еще год назад. Сейчас тут очень активно можете заметить, как и массажные салоны и все остальное. Сейчас прошел дождик и ощущение просто такой приятной прохлады. Чувствуешь, что можно дышать, потому что иногда, когда целый день ходишь и снимаешь там на жаре, на таком активном солнце, то уже просто иногда сил нету, язык заплетается. Тут по вечерам даже свободного места нету, потому что все полностью занято. А все почему? Потому что тут очень и очень вкусная кухня. Различные шпажки. Ой, какой запах. Прям не передать. Ну и, конечно же, кукуруза. Тут она стоит 50 бат, но чаще всего ее можно увидеть за 20 бат. Чисто на тайских рынках. Вечером так выглядит Паттонг. Людей, конечно, поменьше. Закат сегодня не супер такой. Можно купить различные фрукты, овощи. Конечно же, массаж вдоль пляжа. Прогуляться по Паттонгу, именно вот по этой улочке, по этому тротуару, конечно же, отдельное удовольствие. Всегда вот любил ходить. Сейчас, конечно, людей стало намного больше, чем было, но ничего поделать. Именно по вечерам уже более-менее можно пройтись. Если где-то еще велосипед раздобыть, можно тут и покататься. Красота. Сидишь так и смотришь. Ну а теперь немного новостей Таиланда. Вот и наступило 1 апреля, и никаких сообщений от Министерства туризма Таиланда не последовало. Это значит, что безвизовые 45 дней в Таиланде для граждан России по временной акции закончились, и с сегодняшнего дня каждый турист будет получать штамп на 30 дней. Как и было раньше. Буквально вчера еще люди заезжали по штампу на 45 дней. С сегодняшнего дня уже получают 30 дней. Возможно, что в неопределенном будущем эту закончившуюся акцию могут возобновить. К этому могут подтолкнуть визовые события в странах, конкурирующих с Таиландом. Во Вьетнаме есть хорошие шансы, что в мае утвердят безвизы для России 30 дней, сейчас 15 дней. Плюс электронную визу, получаемую крайне легко через интернет аж на целых 90 дней. Сейчас 30 дней. В Малайзии вроде обсуждается увеличение безвиза для России с 30 текущих до 60, а то и сразу до 90 дней. Но, к сожалению, все это пока слухи. Также в Таиланде планируют запустить в этом году электронные визы для россиян. По такой визе в стране можно будет находиться до 60 дней с возможностью продления еще на 30 дней. Сбор за оформление составит 1000 бат, и оформить ее можно будет через интернет. Кроме того, продолжает обсуждаться полет тайских авиакомпаний в Россию. Однако авиаперевозчики пока не готовы запускать рейсы из-за проблем со страхованием полетов. Еще одна новость Таиланда. В Таиланде в конце марта выпал снег. Точнее, даже не снег, а град с штормовым ветром. Произошло это на севере Таиланда, в провинции Чангмай. Надо ли говорить, что такие события в Таиланде редкость? Вот и местные жители не были готовы к такому раскладу. На этом пока что все. Спасибо за просмотр видео. Если оно было интересно и полезно для вас, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!